Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Глава 17. Дом затаившейся смерти. Что? Начало Таппинс и тут же осеклась. Она только что вошла в личный кабинет господина Бланта из смежного помещения с надписью «Канцелярия» и с удивлением обнаружила своего супруга и повелителя прильнувшим глазом к секретному смотровому окошку, выходившему в приемную. «Тише!» — предостерегающе сказал Томми. «Разве ты не слышала звонок? Там девушка. Очень симпатичная девушка. Честно говоря, на мой взгляд, она просто обворожительна. Альберт сейчас плетет ей всю эту чушь о том, что я завален работой вместе со Скотленд-Ярдом. «Дай-ка посмотреть», — потребовала Таппинс. Немного неохотно Томми отошел в сторону. Таппинс, в свою очередь, прилипла глазом к замочной скважине. «А она ничего», — признала Таппинс. «И одета по последнему писку моды». «Она само совершенство», — заявил Томми. «Напоминает тех девушек, о которых пишет Мейсон. Ну, ты знаешь, невероятно душевных, прекрасных и заведомо умных, но без излишней дерзости. Думаю. Да, я абсолютно уверен, что сегодня утром буду великим оно». Хмыкнула Таппинс. «Если и есть детектив, на которого ты похож меньше всего, так это именно оно. Способен ли ты мгновенно менять образ? Сможешь ли побывать великим комиком, уличным мальчишкой, серьезным и сочувствующим товарищем, и все это за 5 минут?» «Я знаю одно», — отрезал Томми, резко постучав по столу. «Я здесь капитан корабля, и не забывай об этом, Таппинс. Я зову ее к нам». Он нажал на кнопку звонка на своем столе. Появился Альберт, сопровождающий клиентку. Девушка остановилась в дверях, словно в замешательстве. Томми шагнет ей навстречу. «Входите, мадмуазель», — доброжелательно проговорил он. «Присаживайтесь вот сюда». Таппинс громко поперхнулась, и Томми мгновенно повернулся к ней с перемененным выражением лица. Голос его звучал угрожающе. «Вы что-то сказали, мисс Робинсон?» «А, нет. Мне показалось». Он снова повернулся к посетительнице. «Не будем напускать на себя излишнюю серьезность или формализм», — произнес он. «Вы просто расскажете мне обо всем подробно, а затем мы обсудим, как лучше всего вам помочь». «Вы очень добры», — вымолвила девушка. «Простите, но вы иностранец». Со стороны Таппинс раздался новый подавленный смешок. Томми метнул в ее сторону свирепый взгляд краем глаза. «Не совсем», — с трудом выговорил он. «Однако в последние годы я много работал за границей. Мои методы — это методы Сюрте». «А». Девушка, похоже, была впечатлена. Она действительно оказалась очень очаровательной мисс, как и заметил Томми. Молоденькая, стройная, с прядями золотистых волос, выбивавшимися из-под маленькой коричневой фетровой шляпки и с большими серьезными глазами. Ее волнение было видным невооруженным глазом. Ее изящные ручки нервно перебирали пальцы, и она то и дело открывала и закрывала замочек своей лаковой сумочки ярко-красного цвета. «Прежде всего, господин Блант, я должна сказать, что меня зовут Лоис Харгривс. Я живу в большом, старинном, довольно запущенном доме под названием Тёрнли Грейндж. Он находится в самой глуши. Неподалеку есть деревня Тёрнли, но она совсем маленькая и незначительная.
Зимой у нас устраивают отличную охоту, а летом мы играем в теннис, так что я никогда не чувствовала себя там одиноко. На самом деле я гораздо больше предпочитаю деревенскую жизнь городской. Я говорю вам это для того, чтобы вы поняли, в такой глухой деревне, как наша, любое событие приобретает огромное значение. Примерно неделю назад я получила по почте коробку шоколадных конфет. Внутри не было ничего, что указывало бы на отправителя. Сама я не особо люблю шоколад, но остальные домашние его обожают, поэтому коробку пустили по кругу. В результате каждому, кто съел хотя бы одну конфету, стало плохо. Мы вызвали врача, и после расспросов о том, что еще мы ели, он забрал остатки конфет с собой и отдал их на анализ. Господин Блант, в этих конфетах содержался мышьяк. Недостаточно, чтобы убить человека, но вполне достаточно, чтобы вызвать сильное отравление. Невероятно, прокомментировал Томми. Доктор Бертон был очень взволнован этим происшествием. Оказывается, это уже третий подобный случай в нашем округе. Каждый раз выбирался большой дом, и жильцы заболевали после того, как съедали загадочные шоколадные конфеты. Все выглядит так, будто кто-то из местных жителей с поврежденным рассудком устраивает сомнительные и невероятно жестокие розыгрыши. Вот именно, мисс Харгривс. Доктор Бертон списал все на социалистическую агитацию, весьма нелепо, как по мне. Но в деревне Тёрнли действительно есть парочка недовольных, и казалось возможным, что они имеют к этому какое-то отношение. Доктор Бертон очень настаивал, чтобы я передала все дело в руки полиции. «Вполне естественное предложение», — сказал Томми. «Но вы, как я понимаю, этого не сделали, мисс Харгривс». «Нет», — призналась девушка. «Терпеть не могу шумиху и публичность, которые неизбежно последуют. Да и знаете, я знакома с нашим местным инспектором. Совершенно не представляю, чтобы он хоть что-то смог раскрыть. Я часто видела вашу рекламу и сказала доктору Бертону, что будет гораздо лучше обратиться к частному детективу». «Понимаю. В своем объявлении вы уделяете особое внимание конфиденциальности. Я так понимаю, это означает, что, словом, вы ничего не придадите огласке без моего согласия». Томми посмотрел на нее с любопытством, но заговорила Таппинс. «Я думаю», — тихо сказала она, — «было бы очень к месту, если бы мисс Харгривс рассказала нам абсолютно все». Она сделала особое ударение на последнем слове, и Лоис Харгривс густо покраснела от волнения. «Да», — быстро вмешался Томми. «Мисс Робинсон права. Вы должны рассказать нам все». «И вы не...» — она заколебалась. «Все, что вы скажете, останется строго между нами». «Спасибо. Я знаю, что должна была быть с вами предельно откровенна. У меня есть причина не обращаться в полицию. Господин Блант, эта коробка конфет была отправлена кем-то из обитателей нашего дома. Откуда вам это известно, мадмуазель?» «Все очень просто. У меня есть привычка рисовать одну глупую каракулю, 3 переплетенных рыбок, каждый раз, когда в руках оказывается карандаш. Недавно из одного лондонского магазина пришла посылка с шелковыми чулками. Мы сидели за завтраком. Я только что делала пометки в газете и, не подумав, набросала своих глупых рыбок прямо на ярлыке посылки, прежде чем перерезать бечевку и открыть ее. Я больше и не вспоминала об этом, но когда рассматривала оберточную бумагу, в которой прислали конфеты, то заметила сохранившийся уголок первоначального ярлыка, большая его часть была оборвана. На нем стоял мой глуповатый рисуночек. Томми придвинул стул ближе.
Это очень серьезно. Подобное открытие, как вы и сказали, создает очень сильное подозрение, что отправитель конфет — кто-то из членов вашей семьи. Но вы простите меня, если я скажу, что все еще не понимаю, почему это обстоятельство заставляет вас не желать прихода полиции. Лоис Харгривс посмотрела ему прямо в глаза. «Я скажу вам, господин Блант. Возможно, я захочу полностью замять это дело». Томми с изяществом отступил со своей позиции. «В таком случае, — пробормотал он, — мы понимаем, с чем имеем дело. Я вижу, мисс Харгривс, вы пока не склонны говорить, кого именно подозреваете. Я никого не подозреваю, но вероятности существуют». Вот именно. А теперь не опишете ли вы мне домочадцев во всех подробностях? Прислуга, за исключением горничной, это все старые слуги, которые живут у нас много лет. Я должна объяснить вам, господин Блант, что меня воспитывала моя тетя, леди Ратклифф, которая была чрезвычайно богата. Ее муж нажил огромное состояние и получил рыцарский титул. Именно он купил Тернли Грейндж, но умер через 2 года после переезда, и тогда леди Ратклифф позвала меня жить к себе. Я была ее единственной живой родственницей. Другим жильцом дома был Деннис Ратклифф, племянник ее мужа. Я всегда звала его кузеном, хотя, разумеется, он мне вовсе не родственник. Тетя Люси всегда открыто говорила, что намерена оставить свое состояние, за исключением небольшого содержания для меня, Деннису. «Это были деньги Ратклиффов», — говорила она, — «и они должны достаться Ратклиффу». Однако, когда Деннису исполнилось 22 года, она страшно с ним поссорилась, кажется, из-за наделанных им долгов. Когда она умерла год спустя, я с изумлением обнаружила, что она составила завещание, по которому все свое состояние оставила мне. Я знаю, для Дениса это стало тяжелым ударом, и я чувствовала себя очень неловко. Я отдала бы ему эти деньги, если бы он согласился их принять. Но оказалось, что подобные вещи сделать невозможно. Впрочем, как только мне исполнилось 21 год, я составила завещание, по которому переписала все на него. Это самое меньшее, что я могла сделать. Так что, если меня собьет машина, Деннис вступит в свои права. «Именно так», — сказал Томми. «И когда же вам исполнился 21 год, если позволите спросить?» «Ровно 3 недели назад». «Да», — протянул Томми. «А теперь не могли бы вы подробнее рассказать о тех, кто проживает в вашем доме в данный момент? О слугах или о других?» «И о тех, и о других». Слуги, как я уже говорила, живут у нас довольно давно. Это старая кухарка, госпожа Холлоуэй, и ее племянница Роуз, помощница на кухне. Еще есть 2 пожилые горничные и Ханна, которая была горничной моей тети и всегда относилась ко мне с огромной преданностью. Буфетчицу зовут Эстер Куант, она кажется очень милой и тихой девушкой. Что касается нас самих, с нами живет мисс Логан, которая была компаньонкой тети Люси и теперь ведет у меня все домашнее хозяйство, а также капитан Ратклифф, Деннис, о котором я вам рассказывала, и Мэри Челкот, моя старая школьная подруга, которая сейчас у нас гостит. Томми на минуту задумался. «Все это выглядит достаточно ясно и просто, мисс Харгривс», — произнес он спустя пару мгновений. «Я так понимаю, у вас нет особых причин подозревать кого-то одного больше, чем других? Вы просто боитесь, как бы это ни оказался, скажем так, кто-то не из прислуги». «Вот именно, господин Блант. У меня, правда, нет ни малейшего понятия, кто именно использовал тот кусок оберточной бумаги. Почерк был печатным. Похоже,
остается сделать только одно, подвел итог Томми. Я должен оказаться на месте. Девушка вопросительно посмотрела на него. Немного подумав, Томми продолжил. Предлагаю вам подготовить почву для приезда, скажем, господина и мисс Ван Дьюзен, ваших американских друзей. Вы сможете сделать это абсолютно естественно и без привлечения лишнего внимания. А да. В этом не будет никакой сложности. Когда вы приедете, завтра или послезавтра? Завтра, если вы не против. Нельзя терять ни минуты. В таком случае решено. Девушка поднялась и протянула руку. Одно условие, мисс Харгривс, ни слова никому, вообще никому, что мы не те, за кого себя выдаем. Что ты об этом думаешь, Таппинс? Спросил он, вернувшись после того, как проводил посетительницу. Мне все это очень не нравится, решительно ответила Таппинс. И особенно мне не нравится то, что в шоколадных конфетах было так мало мышьяка. Что ты имеешь в виду? Разве ты не понимаешь? Все эти коробки конфет, рассылаемые по всей округе, были отвлекающим маневром, чтобы создать видимость работы местного маньяка. И когда девушка действительно окажется отравлена, все подумают на того же психа. Понимаешь, если бы не счастливая случайность, никто бы и в жизни не догадался, что коробку прислал кто-то из обитателей самого дома. Да, это действительно была удача. Ты права. Думаешь, это спланированный заговор против самой девушки? Боюсь, что так. Я помню, как читала о завещании старой леди Ратклифф. Этому девчонке досталась прорва денег. Да, к тому же 3 недели назад она достигла совершеннолетия и составила собственное завещание. Это выглядит скверно для Дениса Ратклиффа. Ее смерть ему на руку. Таппинс кивнула. Хуже всего то, что она и сама так думает. Вот почему она категорически против полиции. Она уже его подозревает. И, судя по ее поступкам, она явно в него влюблена по уши. В таком случае, глубокомысленно произнес Томми, какого черта он на ней не женится. Это же гораздо проще и безопаснее. Таппинс уставилась на него. «А ведь ты попал прямо в точку», — заметила она. «Го, парень». Заметь, я уже начинаю входить в образ мисс Ван Дьюзен. Зачем сразу бросаться на преступление, когда под рукой есть законный путь? Таппинс пару минут размышляла. До меня дошло. Объявила она. Все очевидно, во время учебы в Оксфорде он наверняка тайком женился на какой-нибудь официантке из бара. Вот причина разрыва с тетушкой. Это все объясняет. Тогда почему бы не отправить отравленные конфеты этой самой официантке? Предложил Томми. Куда более практично. Хотел бы я, Таппинс, чтобы ты не делала таких скоропалительных и диких выводов. Это не выводы, а дедукция, с немалым достоинством парировала Таппинс. Это твоя первая коррида, мой друг, но вот когда ты простоишь на арене хотя бы 20 минут. Томми запустил в нее диванной подушкой. Глава 18. Дом затаившейся смерти, продолжение. Таппинс. Послушай, Таппинс, иди скорее сюда. Шел следующий день, было время завтрака. Таппинс поспешно выбежала из своей спальни и вошла в столовую. Томми стремительными шагами ходил взад и вперед с открытой газетой в руках. Что случилось? Томми резко повернулся и ткнул бумагу ей в руки,
указывая на газетные заголовки. Загадочное отравление. Смерть от сэндвичей с инжиром. Таппинс стала читать дальше. Эта загадочная вспышка птомаинового отравления произошла в Тёрнли-Грейндж. На данный момент сообщалось о 2 погибших: хозяйке дома, мисс Лоис Харгривс, и буфетчице Эстер Куант. Капитан Ратклифф и мисс Логан, по имеющимся данным, находились в тяжелейшем состоянии. Причиной трагедии считалась инжирная паста, использованная для бутербродов, поскольку еще одна дама, мисс Чилкот, которая их не ела, чувствовала себя абсолютно здоровой. «Нам нужно срочно ехать туда», — сказал Томми. «Такая девушка. Такая прекрасная, чудесная девушка. Какого чёрта я не поехал вместе с ней прямо вчера?» «Если бы ты поехал», — возразила Таппинс, — «ты бы, скорее всего, тоже съел за чаем сэндвич с инжиром и был бы уже мертв. Пойдем, выезжаем немедленно». «Я вижу, тут написано, что Деннис Ратклифф тоже тяжело болен. Наверняка притворяется, подлый мерзавец». Они прибыли в маленькую деревню Тёрнли около полудня. Когда они подошли к Тёрнли-Грейндж, дверь им открыла пожилая женщина с покрасневшими от слез глазами. «Послушайте», — быстро заговорил Томми, не дав ей опомниться. «Я не репортер и не журналист. Мисс Харгривс приходила ко мне вчера и просила приехать. С кем я могу поговорить?» «Доктор Бертон сейчас здесь, если вы хотите с ним побеседовать», — неуверенно проговорила женщина. «Или мисс Чилкот. Она сейчас занимается всеми приготовлениями». Но Томми тут же ухватился за первое предложение. «Доктор Бертон», — произнес он властным тоном. «Я хотел бы немедленно увидеть его, если он еще здесь». Женщина проводила их в небольшую гостиную. Спустя 5 минут дверь отворилась, и в комнату вошел высокий сутулый пожилой мужчина с добрым, но глубоко обеспокоенным лицом. «Доктор Бертон?» — спросил Томми и предъявил свою визитную карточку. «Мисс Харгривс обращалась ко мне вчера по поводу тех отравленных конфет. Я приехал расследовать это дело по ее просьбе. Увы, слишком поздно». Доктор пристально посмотрел на него. «Вы сам господин Блант?» «Да». «А это моя помощница, мисс Робинсон». Доктор слегка наклонил голову перед Таппинс. «В сложившихся обстоятельствах нет никакой нужды в скрытности. Если бы не тот случай с конфетами, я мог бы посчитать эти смерти следствием тяжелейшего птомаинового отравления, причем отравления необычайно агрессивной формы. Налицо сильнейшее воспаление желудочно-кишечного тракта и кровоизлияние. Как бы то ни было, я забираю инжирную пасту на анализ». «Вы подозреваете отравление мышьяком?» «Нет». Яд, если здесь действительно был применен яд, куда более могущественный и действующий мгновенно. Это гораздо больше похоже на какой-то мощный растительный токсин. «Понимаю. Я хотел бы спросить вас, доктор Бертон, абсолютно ли вы уверены, что капитан Ратклифф пострадал от того же самого отравления?» Доктор взглянул на него. «Капитан Ратклифф сейчас не страдает ни от какого отравления». «Ага», — воскликнул Томми. «Я». Капитан Ратклифф скончался сегодня в 5 часов утра. Томми был совершенно ошеломлен. Доктор собрался уходить. «А другая жертва, мисс Логан?» — поинтересовалась Таппинс. «У меня есть все основания надеяться, что она выкарабкается, раз уж выжила до сих пор. Она женщина пожилая, и яд, похоже, подействовал на нее слабо.
Я сообщу вам результаты анализа, господин Блант. А пока мисс Чилкотт, я уверен, расскажет вам все, что вас интересует». Едва он произнес эти слова, дверь отворилась, и на пороге появилась девушка. Она была высокой, с загорелым лицом и спокойными голубыми глазами. Доктор Бертон представил их друг другу. «Я рада, что вы приехали, господин Блант», — произнесла Мэри Чилкотт. «Происходящее кажется невероятным ужасом. Есть ли что-то, о чем я могу вам рассказать? Откуда взялась эта инжирная паста? Это особый сорт, его привозят из Лондона. Мы часто его заказываем. Никому и в голову не приходило, что именно эта баночка чем-то отличается от остальных. Что до меня, я просто не люблю вкус инжира, этим и объясняется то, что я не пострадала. Совершенно не понимаю, как отравился Деннис, ведь его не было дома во время чаепития. Должно быть, схватил бутерброд, когда вернулся домой. Томми почувствовал, как рука Таппинс едва ощутимо сжала его локоть. «В котором часу он вернулся?» — спросил он. «На самом деле я не знаю. Но могу выяснить. Благодарю вас, мисс Чилкотт. В этом нет необходимости. Вы ведь не против, если я расспрошу слуг? Пожалуйста, делайте все, что сочтете нужным, господин Блант. Я просто вне себя от горя. Скажите, вы ведь не думаете, что здесь имело место злое намерение?» Ее глаза выражали глубокую тревогу, когда она задавала этот вопрос. «Я пока не знаю, что и думать. Скоро все прояснится. Да, полагаю, доктор Бертон отдаст пасту на анализ». Быстро извинившись, она вышла через распашное окно в сад, чтобы поговорить с одним из садовников. «Ты возьми на себя горничных, Таппинс», — сказал Томми, «а я проберусь на кухню». «Послушай, мисс Чилкотт, может, и чувствует себя убитой горем, но по ней этого никак не скажешь». Таппинс молча кивнула в знак согласия. Супруги встретились полчаса спустя. «А теперь сведем результаты воедино», — заговорил Томми. Сэндвичи унесли после чаепития, и буфетчица съела один, вот почему ее и постигла эта участь. Кухарка клянется, что Деннис Ратклифф еще не вернулся, когда чайный стол уже убрали. Напрашивается вопрос, как же отравился он? «Он пришел в 6:45», — ответила Таппинс. Горничная видела его из окна. Перед обедом он выпил коктейль в библиотеке. Она как раз забирала стакан и, к счастью, я перехватила его до того, как его успели вымыть. Именно после этого он и пожаловался на недомогание. «Отлично», — похвалил Томми. «Я отнесу этот бокал Бертону при первой возможности. Что-нибудь еще?» «Я бы хотела, чтобы ты посмотрел на Ханну, служанку. Она какая-то странная». «Что значит «странная»?» «Мне кажется, она постепенно сходит с ума. Проведи меня к ней». Таппинс повела его наверх. У Ханны была небольшая собственная гостиная. Служанка неподвижно сидела на высоком стуле. На ее коленях лежала раскрытая Библия. При входе двух незнакомцев она даже не повернула головы и продолжала читать вслух сама себе. «Да падут на них горящие угли, да будут они брошены в огонь и в бездну, чтобы никогда уже не подняться. Могу я поговорить с вами минуту?» — спросил Томми. Ханна сделал нетерпеливый жест рукой. «Сейчас не время. Время истекает, говорю вам.
Я поженусь за врагами моими и настигну их, и не ворочусь, доколе не истреблю их. Так написано. Слово Господне явилось мне. Я — бич Господень. Безумно, как мартовский заяц, шепнул Томми. Она все время так вещает, прошептала Таппинс. Томми поднял книгу, лежавшую на столе раскрытой, обложкой вверх. Он скользнул взглядом по названию и незаметно опустил ее в карман. Вдруг старуха поднялась и угрожающе повернулась к ним. «Уходите отсюда. Время близко. Я — бич Господень. Дух дышит, где хочет, так и я несу разрушение. Нечестивые погибнут. Это дом зла, говорю я вам. Остерегайтесь гнева Господа, чья я покорная служанка». Она свирепо двинулась на них. Томми решил, что лучше не перечить безумной, и отступил к выходу. Закрывая дверь, он увидел, что она снова взялась за Библию. «Интересно, она всегда была такой?» Пробормотал он. Он вытащил из кармана книгу, которую забрал со стола. «Посмотри-ка. Странное чтиво для необразованной прислуги». Таппинс взяла книгу. «Фармакопея», — пробормотала она и взглянула на форзац, Эдвард Логан. «Старое издание». «Томми, как думаешь, мы могли бы навестить мисс Логан?» Доктор Бертон говорил, что ей лучше. «Спросим у мисс Чилкотт?» «Нет. Давай найдем горничную и попросим ее узнать». После недолгого ожидания им сообщили, что мисс Логан готова их принять. Их провели в большую спальню с окнами на лужайку. На кровати лежала седая пожилая женщина, чье изящное лицо было искажено болью и страданием. «Мне было очень плохо», — тихо проговорила она. «Я не могу много говорить, но Элен сказала, что вы из детективного агентства». «Значит, Лоис все-таки поехала к вам?» Она собиралась. «Да, мисс Логан», — ответил Томми. «Мы не хотим вас утомлять, но, возможно, вы ответите на пару вопросов. Скажите, горничная Ханна, она вообще в своем уме?» Мисс Логан посмотрела на них с нескрываемым изумлением. «А да. Она очень религиозна, но с умом у нее все в порядке». Томми протянул ей книгу, взятую со стола. «Это ваши, мисс Логан?» «Да. Это одна из книг моего отца. Он был выдающимся врачом, одним из первопроходцев в области сывороточной терапии». В голосе старушки прозвучала гордость. «Вот именно», — сказал Томми. «Мне казалось, я знаю его имя», — нагло соврал он. «А эту книгу, вы давали ее Ханне?» «Ханне». Мисс Логан от возмущения даже приподнялась на подушках. «Нет, что вы». Она не поймет в ней ни единого слова. Это высокоспециализированный научный труд. Да, я понимаю. И все же я нашел ее в комнате Ханны. Возмутительно, заявила мисс Логан. Я не позволю слугам трогать мои вещи. А где она должна была лежать? На книжной полке в моей гостиной. Или, постойте, я давала ее Мэри. Милая девочка очень увлекается лекарственными травами. Она даже провела пару экспериментов на моей маленькой кухне. Знаете, у меня есть собственное небольшое помещение, где я варю ликеры и делаю заготовки по старинным рецептам. Дорогая Люси, леди Ратклифф, знаете ли, просто души не чаяла в моем пижмовом чае, чудесное средство от насморка.
Бедняжка Люси часто простужалась. Как и Деннис. Милый мальчик, его отец был моим двоюродным братом. Томми прервал ее воспоминания. «А это ваша кухня. Ею пользуется кто-нибудь еще, кроме вас и мисс Чилкотт?» Ханна прибирается там. И еще она кипятит там чайник для нашего утреннего чая. «Благодарю вас, мисс Логан», — произнес Томми. «Пока у меня больше нет вопросов. Надеюсь, мы вас не слишком утомили». Он вышел из комнаты и спустился по лестнице, насупившись от собственных мыслей. В этом деле, мой дорогой господин Рикардо, есть нечто такое, чего я никак не могу понять. «Терпеть не могу этот дом», — произнесла Таппинс, вздрогнув. «Пойдем прогуляемся как следует и попытаемся во всем разобраться». Томми согласился, и они отправились в путь. Первым делом они занесли бокалы из-под коктейля в дом доктора, а затем отправились в долгую пешую прогулку по сельской местности, на ходу обсуждая расследование. «Когда дурачишься, становится как-то легче», — признался Томми. «Все эти штучки в стиле «оно». Наверное, кто-то подумает, что мне все равно. Но это вовсе не так, мне безумно жаль. Складывается ощущение, что мы каким-то образом должны были это предотвратить». «По-моему, это глупо с твоей стороны», — возразила Таппинс. «Мы ведь не отговаривали Лоис Харгривс обращаться в Скотленд-Ярд или что-то в этом роде. Ничто на свете не заставило бы ее привлечь к делу полицию. Если бы она не пришла к нам, она бы просто ничего не предприняла. И результат был бы точно таким же». «Да, ты права, Таппинс. Самое настоящее болезненное занудство — кориться за то, на что ты не мог повлиять. Чего бы мне действительно хотелось, так это исправить все сейчас. А вот это будет непросто». «Да, непросто. Полно всяких версий, и все же каждая из них кажется совершенно дикой и неправдоподобной. Предположим, Деннис Ратклифф подсыпал яд в сэндвичи. Он знал, что его не будет к чаю. Пока что все сходится». «Да», — согласилась Таппинс, — «пока что все сходится. Но против этого можно поставить тот факт, что он и сам отравился, а значит, его вроде как можно исключить. Однако есть еще один человек, о котором нам не стоит забывать, это Ханна. Ханна. Люди способны на самые невероятные поступки, когда впадают в религиозное безумие. А у нее оно прогрессирует довольно стремительно», — заметил Томми. «Тебе следовало бы намекнуть об этом доктору Бёртону». «Должно быть, это началось очень резко», — задумалась Таппинс. «Если, конечно, верить словам мисс Логан. По-моему, религиозное безумие именно так и проявляется», — сказал Томми. «В смысле, ты годами поешь гимны у себя в спальне при открытой двери, а потом бац, и окончательно переступаешь черту и становишься буйным». «Против Ханны точно больше улик, чем против кого-либо еще», — задумчиво произнесла Таппинс, «и все же у меня есть одна мысль». Она осеклась. «Да?» — поощрительно спросил Томми. «На самом деле это даже не мысль. Наверное, просто предубеждение». «Предубеждение против кого-то?» Таппинс кивнула. «Томми, тебе понравилась Мэри Чилкотт?» Томми задумался. «Пожалуй, да. Она показалась мне чрезвычайно собранной и деловитой, может, самую малость чересчур, но весьма надежной. А тебе не показалось странным, что она не выглядела особо расстроенной?» Что ж, в некотором роде это как раз говорило в ее пользу. Я имею в виду, если бы она была замешана, то
что из всех сил изображало бы глубочайшее горе, сгущало бы краски. «Пожалуй, ты прав», — согласилась Таппинс. К тому же в ее случае вообще не видно никаких мотивов. Непонятно, какую пользу ей может принести эта массовая бойня. Слуги ведь вряд ли к этому причастны. Это кажется маловероятным. Они выглядят вполне спокойными и надежными людьми. Интересно, а какова была Эстер Куант, буфетчица? Ты имеешь в виду, что если она была молода и хороша собой, то был шанс, что она как-то во все это впутана? Вот именно это я и имею в виду, Таппинс вздохнула. Все это ужасно удручает. Ну, полагаю, полиция в конце концов совсем разберется, сказал Томми. Вероятно. Но мне бы хотелось, чтобы это были мы. Кстати, ты заметил у мисс Логан на руке кучу маленьких красных точек? Кажется, нет. А что с ними? Они выглядели так, словно их сделали иглой от шприца, ответила Таппинс. Скорее всего, доктор Бертон сделал ей какой-нибудь подкожный укол. Ну, вполне вероятно. Но не стал бы же он делать ей штук 40 уколов. Кокаиновая зависимость, пришел на помощь Томми. «Я думала об этом», — ответила Таппинс, но с глазами у нее все в порядке. Если бы это был кокаин или морфий, это сразу бросилось бы в глаза. К тому же она вовсе не похожа на такую старушку. «Самое что ни на есть почтенное и богобоязненное», — согласился Томми. «Все это ужасно запутанно», — призналась Таппинс. «Мы говорим и говорим, а к разгадке, кажется, не приблизились ни на шаг. Главное, не забыть зайти к доктору по дороге домой». Дверь доктора открыл долговязый мальчишка лет 15. «Господин Блант?» — поинтересовался он. «Да, доктора нет дома, но он оставил для вас записку на случай, если вы зайдете». Он вручил ему помянутую записку, и Томми тут же сорвал печать и развернул ее. «Уважаемый господин Блант, есть основания полагать, что примененным ядом был рицин, растительный токсиальбумин огромной силы. Пожалуйста, пока сохраняйте это в тайне». Томми выронил записку, но быстро подхватил ее с земли. «Рицин», — пробормотал он. «Ты что-нибудь знаешь о нем, Таппинс? Раньше ты вроде бы неплохо разбиралась в подобных вещах». «Рицин», — задумчиво повторила Таппинс. «По-моему, его получают из касторового масла». «Я и раньше-то не испытывал нежных чувств к касторке», — заметил Томми, а теперь и подавно не взлюбил ее еще больше. «С самим маслом все в порядке. Рицин получают из семян клещевины. Кажется, сегодня утром я видела в саду несколько таких кустов, большие такие растения с блестящими листьями. Ты хочешь сказать, что кто-то добыл это вещество прямо здесь, в имении? Разве Ханна способна на такое?» Таппинс покачала головой. «Это вряд ли. Ей просто не хватило бы знаний». Вдруг Томми воскликнул. «Книга. Она все еще у меня в кармане?» «Да». Он вытащил ее и стал торопливо перелистывать страницы. «Так и есть. Вот страница, на которой она была раскрыта сегодня утром. Видишь, Таппинс. Рицин». Таппинс выхватила у него книгу. «Ты хоть что-то можешь в этом разобрать?» Нет. «А мне все предельно ясно», — ответила Таппинс. Она шла дальше, увлеченно читая на ходу и придерживая Томми за руку, чтобы не сбиться с дороги. Вдруг она с треском захлопнула книгу.
Они как раз снова подходили к дому. «Томми, доверишь это дело мне? Хотя бы на этот раз понимаешь, теперь именно я тот самый бык, который пробыл на арене больше 20 минут». Томми кивнул. «Ты будешь капитаном этого корабля, Таппинс», — серьезно произнес он. «Мы обязаны докопаться до истины». «Первым делом, — сказала Таппинс, когда они вошли в дом, — я должна задать мисс Слоган еще один вопрос». Она взбежала по лестнице. Томми последовал за ней. Она резко постучала в дверь старушки и вошла в комнату. «Это ты, милочка?» — спросила мисс Слоган. «Знаешь, ты слишком молода и хороша собой, чтобы работать детективом. Вы хоть что-нибудь выяснили?» «Да», — ответила Таппинс. «Выяснили». Мисс Слоган вопросительно посмотрела на нее. «Я не знаю, как насчет красоты», — продолжала Таппинс, «но, будучи молодой, мне довелось поработать в госпитале во время войны. Я кое-что знаю о сывороточной терапии. Мне случайно известно, что при подкожном введении рицина малыми дозами вырабатывается иммунитет и образуется антирицин. Этот факт в свое время проложил путь к созданию сывороточной терапии. Вы знали это, мисс Слоган? Вы какое-то время вводили себе рицин подкожно малыми дозами, а затем позволили отравить себя вместе с остальными. Вы помогали своему отцу в работе и прекрасно знали все о рицине, а также о том, как его получить и извлечь из семян. Вы выбрали день, когда Дениса Ратклиффа не было дома к чаю. Ему незачем было отравляться одновременно со всеми, ведь он мог умереть раньше Лоис Харгривс. Но пока она умирает первой, он наследует ее состояние, а после его смерти все богатство переходит к вам как его ближайшей родственнице. Помните, сегодня утром вы сами сказали нам, что его отец был вашим двоюродным братом. Старуха уставилась на Таппинс зловещим, исполненным ненависти взглядом. Внезапно из смежной комнаты ворвалась безумная фигура. Это была Ханна. В руке она держала зажженный факел, которым иступленно размахивала. Правда сказано. Вот она, злодейка. Я видела, как она читала ту книгу и улыбалась про себя, и я все поняла. Я нашла эту книгу и ту страницу, но она ничего мне не сказала. Однако голос Господень воззвал ко мне. Она ненавидела мою госпожу, ее ладичество. Она всегда завидовала и исходила желчью. Она ненавидела и мою милую, кроткую мисс Лоис. Но нечестивые погибнут, и огонь Господень истребит их. Размахивая факелом, она метнулась к кровати. Из уст старухи вырвался исполненный ужаса вопль. «Уберите ее! Уберите ее отсюда! Это правда, но уберите ее!» Таппинс бросилась на Ханну, но женщина успела поджечь штору у кровати прежде, чем Таппинс выхватила у нее факел и затоптала пламя. В этот момент в комнату с лестничной площадки ворвался Томми. Он сдернул горящие пологи и сумел затушить огонь ковром. Затем он кинулся на помощь Таппинс, и вдвоем они скрутили Ханну как раз в ту минуту, когда в спальню вбежал доктор Бертон. Хватило всего нескольких слов, чтобы ввести его в курс дела. Он поспешил к изголовью кровати, поднял руку мисс Слоган и тут же издал резкий возглас. Шок от пожара оказался для нее смертельным. Она мертва. Пожалуй, при сложившихся обстоятельствах это к лучшему. Он запнулся и добавил. В бокале из-под коктейля тоже был рицин. «Это лучший исход из всех возможных», — сказал Томми, когда они передали Ханну на попечение доктора и остались наедине. «Таппинс,
Ты была просто великолепна. В этом было мало от оно, тихо отозвалась Таппинс. Все было слишком серьезно для лицедейства. Я до сих пор не могу без боли думать об этой бедной девушке. Не буду о ней думать. Но, как я уже сказал, ты была выше всяких похвал. Вся честь и слава принадлежат тебе. Говоря словами известной цитаты, огромное преимущество — быть умным и не выглядеть таковым. «Томми», — произнесла Таппинс. «Ну и чудовище же ты».